Нихао. На приеме у нас я и Мико. Давайте разберемся, насколько она хороша и стоит ли ее крутить в 2025 году. Жрица храма Наруками появилась еще в версии 2.5, а сейчас на минуточку патч 5.6, прошло уже больше 3 лет, и как мы знаем, полезность старых персонажей со временем падает. Но коснулась ли эта проблема нашу божественную Кицуне? Давайте разбираться. Скажу сразу, опыт у меня солидный. Я выбил Яймика на релизе, играл на ней много, тестил разные отряды, арты, статы, ротации, буквально все. Так что делюсь честным и личным опытом. Лисичку нашу поместили в баннер Хроник. Заслужила она там быть или нет, решать вам. А вот тем, кто хочет ее выбить, самое время подумать о том, где достать гемы. Особенно если их совсем нет. К счастью, выход есть. Смотри, если тебе вдруг не хватает кристаллов, луны или хочешь прикупить злосчастные 60 гемов на гребаную крутку, то делай это с выгодой. Сам доначу только через Genshin Drop уже почти 2 года, никаких банов и косяков, стопроцентная надежность и практически моментальная доставка гемов. А если вдруг что, всегда можно обратиться в поддержку сайта, тебе помогут и решат любой вопрос. Но покупки на сайте это еще не все. Множество халявы, раздачи, конкурсы, бесплатные коробки и ивенты с призами, все это ждет тебя на Genshin Drop. А по моему промокоду вы получите чайники, на которые сразу можете открыть коробочку Paimon. Так что вперед лутать награды и донатить с выгодой. Только через Genshin Drop. На релизе я и получила очень много хейта, и на самом деле довольно справедливо. На тот момент практически не было хороших отрядов, и Кицуне выглядела блекло на фоне других персонажей. Все думали, раз у нее ульта дорогая, то нужно играться вместе с Райден, и отчасти тогда это было рабочей темой, но не для всех. Дендра не было, а перегрузка не была в мете. В общем, на релизе я и провалилась, можно сказать. Заиграла она новыми красками при выходе Дендра реакции, особенно с Нахидой раскрыла свой потенциал на максимум. И уже нельзя было сказать, что персонаж не удался. Задел был на будущее и хороший такой. Потом еще появилась мощная перегрузка. Вышли сильные саппорты, и я и стала еще сильнее. Назвать ее слабой точно нельзя, но вот дорогой можно. Хоть у нее и есть отряды подешевле, все же на максимум выходит лисица именно в топовых сильных отрядах. Их мы еще обязательно чуть позже обсудим. Почему-то многие гайдоделы, особенно на начальных этапах, решили, что главная сила Яи в ее ульте, хотя это не совсем так. А главная сила у нас в Ешке, в ее тотемах. Их всего 4 уровня. Один тотем, один уровень. Но есть нюанс. Тотемов всего 3, и без второго созвездия у нас всего может быть 3 уровня. А от этих уровней напрямую зависит наш урон. И C2 выглядит очень вкусно, целых 43% дэмэджа добавляет и плюс 60 радиуса атак. Но как бы C2 дороговато, хотя если сильно хочется, почему бы и нет. Но и без созвездия урон неплохой. Пока еще бездны проходят в любых отрядах. По поводу Сакуры еще скажу, стоит их ставить всегда так, чтобы получался треугольник. Это легко, быстро привыкнете, всегда надо, чтобы на поле было 3 Сакуры для максимального урона. А также для ульты, потому что каждая Сакура это удар молнии взрыва стихий. 3 Сакуры, 3 мощных удара. Если Сакур нет или одна, то удар будет один. Ешку и ульту карновать бы хотелось, да и даже если играете Я и Мика в роли драйвера отряда, то обычки даже карновать надо. Вообще у меня гайд на Я и Мика на канале есть, ссылка будет в описании, там обо всем чуть подробнее. Но вкратце и тут все обсудим, а сейчас немного по отрядам. Самые лучшие пачки под Яймика сейчас это Нахида, Фурина, Байджу. Бая тут можно заменить на Кокоми или даже на C2 Ситлале. Будет очень хорошо, если Фурина и Нахида с констами. Этот отряд до сих пор отлично работает практически в любой бездне. Второй сильный отряд на данный момент это перегрузка. Шеврёс, Мавуика, Беннет. Заменить тут можно кого угодно на кого угодно. Все равно все будет работать. Нынешнюю бездну я прошел даже пачкой Яя, Фишель, Сянка, Шеврёс. Но там можно и Сянка, Нахида, Я и Беннет. Вариантов очень много, и во всех наша Кицуне себя на удивление отлично показывает. Отрядов даже куда больше, чем эти, но другие будут уже не так эффективны, хотя внимание также достойны. Яи можно ставить с Нювелетом, но с ним чуть ли не кого угодно можно поставить. Шелонен хорошо бафает Яя. Райден помогает с откатом ульты.
Даже Синсу и Елань можно использовать, играя драйвером Яемикой. Все это я перепробовал и успешно проходил бездны. Кстати, задавайте любые вопросы в комментариях по отрядам и не только. Пишите, не стесняйтесь, всех рад видеть, и на Телеграм наш подписывайтесь. Там тоже можно задать любой вопрос в чате и просто читать все свежие новости по Геншину. Будем очень рады вас видеть. Артефакты. Их стоит выбирать исходя из того, как и с кем вы собираетесь использовать жрицу. Если играем через дендрореакции, ставим позолоченные сны. Если я играет исключительно из кармана, без автоатак, ставим золотую трупу. Еще один вариант громогласный рев ярости, тоже хорошие бонусы дает. Если собрать full сет тяжело или пока нет возможности, можно поставить 2+2, сила атаки плюс электроурон, МС плюс атака, или если играем только через реакции, МС плюс МС. Мастерство стихий нам очень нужно при игре через реакции. И еще у нас есть пассивка, которая бафает урон Сакур за счет мастерства стихий. Но упарываться в него не стоит, ибо криты и сила атаки также очень важны. Баланс статов должен быть именно что балансом. Но нужно уделить особое внимание шансу, его хотя бы 70 нужно сделать, в идеале 85. Но и 75 плюс будет уже хорошо, около 80 отлично. Крит урон, 200 плюс в идеале, но тут уж как получится, главное 160 плюс сделайте как минимум. Мастерство стихий от 100 единиц, 150-200 уже прям отлично, но как показывают тесты, например под щитом Светлали C2, урон возрастает более чем в 2 раза из-за того, что под щитом плюс 250 МС, но там, конечно, еще и ее сигна помогает. Но не стоит упарываться исключительно в мастерство стихий. Часы лучше все же ставить на силу атаки, но разница там будет в пару тысяч дэмэджа, поэтому ставить рекомендую тот артефакт, где будут лучше статы. Восстанова тоже не помешает, если хотим ультовать. Урон с ульты хороший и отказываться от него не стоит, поэтому 120-130 восстановы как минимум не помешает. О созвездиях скажу кратко. С1 дает восстанову после ульты, чтобы еще ультить. С2 уже говорил, имба. С4 дает союзникам плюс 20% бонуса электроурона. При игре с какой-то Райден или Фишель, но все же очень спорное созвездие. С6 прям супер созвездие. Сакура игнорирует 60% защиты, на С6 я и очень классная, но дорого. По оружию тоже быстро пройдемся. Сигна лучший топ-вариант, потом Сигна Нахиды сновидения 1000 ночей, потом уже Небесный Атлас идет, но с ним тяжелее балансить статы. И Песнь Странника, которую смело можно ставить при отсутствии Сигны. Любой баф Казика будет очень полезен. Вот и получается, что мы имеем до сих пор очень хорошего и полезного персонажа. Но персонаж непростой, требует к себе внимания, если ты можешь его дать, смело выбивай. Она будет тебе верным союзником в прохождении любого контента. Самое главное, у нее есть большой потенциал на констах, и если ты очень любишь эту кицуне, стоит задуматься о их выбивании. Они прям вкусные, особенно C2 и C6. Было бы, конечно, круто, если бы C2 было C1, а C6 C2, тогда было бы проще сделать из Яемика машину. Но если я и тебе не зашла, и ты хочешь крутить только мету, которая закрывает все ударом одной кнопки, то лучше лисичку пропустить. Однако, карманный ДД она даже на C0 очень добротный в 2025 году. Я лично ее рекомендую, так как очень много отыграл на ней и остаюсь до сих пор полностью ею доволен. Надеюсь, смогу выбить ей консты, чего и вам желаю. Подписывайтесь на наш ТГ, там можно спросить что угодно и читать самые свежие новости по Геншину. Ну и на стримы приходите с 8 вечера по МСК. До встречи!